Всем привет! В сегодняшнем выпуске речь пойдет о злодее вселенной DC, Джокере. Чё ты такой серьезный? Уверена, каждый слышал об этом персонаже, но все же попытаюсь рассказать что-нибудь новенькое, а также сделаю свои предположения о том, как же все-таки избавиться от него. Возможно ли это? Или же он будет извечным соперником Бэтмена? Джокер – безумный суперзлодей, серийный убийца и заклятый противник защитника Готэм-Сити Бэтмена, чей внешний облик стилизован под клоуна, а оружие зачастую замаскировано как цирковой реквизит. Признанный злейшим врагом Темного Рыцаря, он имеет тенденцию совершать жестокие, хладнокровные, бесчеловечные злодеяния, включая зверские убийства, нанесение тяжких увечий, похищения и так далее. Будучи смертельно опасным и непредсказуемым оппонентом, Джокер также является блестящим и безжалостным преступным гением, мастером манипуляций. Его поступки нередко мотивированы лишь желанием нести хаос, разрушение и смерть, или же жаждой перекроить мир сообразно собственному видению. Личность злодея постоянно изменяется, трансформируясь из безобидного шутника в массового убийцу. Считая Бэтмена единственным достойным соперником, Джокер не раз намеренно игнорировал возможности убить его. Однако к союзникам героя он не проявляет подобного снисхождения. Прошлое человека с белой кожей и зелеными волосами покрыто мраком. Ведь даже он сам не всегда знает, какая из версий истории его жизни правда, а какая продукт больного разума. Персонаж был создан Бобом Кейном, Биллом Фингером и Джерри Робинсоном, впервые появившись в первом выпуске серии комиксов «Бэтмен» в марте 1940 года. История Джокера. Джокеру больше 70 лет, но его прошлое до сих пор неизвестно. Возможно, даже он сам уже не помнит, кем он был до той ночи, когда надел красный колпак. По признанной канонической версии, человек, ставший Джокером, возможно, он был неудачливым комедиантом, а возможно гангстером, упал в кислоту, испугавшись Бэтмена, когда в костюме красного колпака участвовал в ограблении фабрики игральных карт. В результате он сошел с ума, получил белую кожу, черные тени вокруг глаз и зеленые волосы, а на лице у него навсегда застыла улыбка. Некоторое время спустя в Готэме был обнаружен склад, полный улыбающихся трупов, а на экранах телевизоров возник странный персонаж в фиолетовом костюме, анонсирующий, кого и когда он собирается убить. Бэтмену и комиссару Гордону пришлось приложить множество усилий, чтобы остановить Джокера, который расправился с владельцами злосчастной фабрики и намеревался отравить Готэмское водохранилище. В итоге злодей оказался в психиатрической лечебнице Аркхэм. Позже у Джокера появилась напарница, девушка Харли Квинн, одетая в костюм Арлекина и безумно влюбленная в маньяка. Также, по неподтвержденной версии, у него была беременная жена Дженни, которая погибла в результате несчастного случая, и Джокер иногда из-за нее переживал. Джокер, уверенный в себе маньяк и, несмотря на его очевидное безумство, обладает довольно высоким коэффициентом интеллекта, хитростью и изобретательностью. Те, кто считает его союзником, как правило, просто используются Джокером, а те, кто нанимают его для грязной работы, должны быть готовы к непредсказуемым результатам. Он безжалостен, беспощаден и безумен. Это проявляется в чрезвычайно несерьезном отношении к жизни и реальности. Он высмеивает практически все на своем пути и, высмеяв, уничтожает. Опасности, пытки и даже смерть совершенно не пугают его, хотя инстинкт самосохранения всегда срабатывает в самый нужный момент. Его безумный мозг всегда подсказывает владельцу неожиданные, остроумные и верные решения. Ему нет равных в умении находить слабые места своих противников и использовать против них их же оружие. Джокер не заботится о таких глупостях, как честность поединка. Его жуткая аура и кошмарная репутация вызывают почтительный страх и почти благоговение у большинства преступников. Сила и способности Джокера, несгибаемая сила воли и гениальный интеллект. Безумие Джокера и структура его разума оставляет его неуязвимым для пыток. Этот феномен Бэтмен пытался объяснить тем, что тот фактически не осознает, что является правильным или неправильным, не понимая, за что его вообще должны судить. Джокер – квалифицированный специалист в области химии и эксперт по взрывчатым веществам. Он невосприимчив ко всем видам ядов.
Мастер побегов, мастер тактического анализа и неплох в рукопашном бою. Хотя Бэтмен сильнее, Джокер быстрее и проворнее, а его стиль борьбы хаотичен и непредсказуем. Он придумал яд, который заставляет жертв смеяться до смерти и оставляет на их лицах жуткую улыбку, и использует в качестве оружия свой клоунский реквизит, например, игральные карты и цветок в петлице. Джокер в кино. Главными Джокерами в кино на сегодня являются Сезар Ромеро, играл в фильме «Бэтмен» 1966 года и в последующем сериале. Джек Николсон, «Бэтмен» 1989 года. Хит Леджер, трилогия Нолана «Бэтмен. Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Джаред Лето в фильме «Отряд самоубийц». Джокер Хоакина Феникса. Во всех экранизациях образ Джокера в той или иной мере отличается от канона, но всегда узнаваем и очень цепляет. И сколько бы ни составляли рейтингов злодеев из кино, Джокер их практически всегда возглавляет. А теперь обсудим, насколько вменяем Джокер. Истоки безумия. Своими корнями Джокер уходит во французский романтизм 19 века, а если точнее, в творчество писателя Виктора Гюго, автора знаменитого собора Парижской Богоматери о горбуне Квазимода. В 1860-х из-под пера Гюго вышел довольно объемный роман «Человек, который смеется». Он рассказывал о Гуинплене, сыне английского лорда, который в детстве попал в руки к банде, специализирующейся на превращении людей в цирковых уродцев. После их вмешательства на лице Гуинплена навсегда застыла ухмылка, он не мог перестать улыбаться, даже когда ему было очень больно. В 1928 году по мотивам этого романа в США вышел немой фильм. Роль Гуинплена в нем исполнил немецкий актер Конрад Фейт, позже засветившийся в культовой «Касабланке» с Хамфри Богартом. У Гуинплена из фильма 1928 года было белое лицо, длинные волосы, зачесанные назад, и широкая улыбка, настоящий оскал, демонстрирующий два ровных ряда длинных зубов. Спустя 12 лет, после того, как этот образ появился на большом экране, художники из Detective Comics взяли его за основу, чтобы создать одного из самых известных злодеев истории комиксов – Джокера. В 1974 году Деннис О'Нил, один из авторов комиксов про Бэтмена, решил, что отныне Бэтмен будет отправлять Джокера не в обычную тюрьму, а в психиатрическую больницу Аркхэм. Таким образом, новые авторы перевели Джокера из статуса эксцентричный убийца-грабитель в разряд психически больной человек, не способный отвечать за свои поступки. С этим связан один интересный момент. Дело в том, что не все читатели тогда, да и сейчас согласны с тем, что с Джокеру место в лечебнице, а не в тюрьме. В английском языке термин insanity, невменяемый, который стали применять по отношению к Джокеру, относится к юридической сфере, а не к психиатрической. Человек в статусе insanity не может отвечать за свои поступки, так как он не в состоянии отличить добро от зла. Он перед законом чист, в тюрьму его отправлять нельзя, только в лечебницу. А вот человек, который, допустим, страдает галлюцинациями, но при этом вменяем, ответственность за свои поступки несет. Но если Джокера постоянно отправляли в лечебницу, то логично, что он невменяем. Только вот как раз невменяемых поступков за ним пока не числилось. Он был психопатом и носителем антиобщественного расстройства личности. Особое психическое состояние Джокера ушел писатель Грант Моррисон, который на пару с художником Дэйвом Маккином создал один из самых необычных комиксов про человека в костюме летучей мыши. Лечебница Аркхэм. Дом скорби на скорбной земле. Джокер и другие ключевые враги Бэтмена захватывают лечебницу, берут в заложники персонал и требуют, чтобы к ним пришел Мститель в маске. Когда он является, Джокер с друзьями сначала устраивает ему проверку на вменяемость, а потом просто начинает гоняться за ним по этажам. В одной из сцен плененная психиатр, проверявшая Бэтмена с помощью пятен Роршаха, дает свой диагноз Джокеру. Джокер — это особый случай. Некоторым из нас кажется, что он и вовсе неизлечим. По сути, мы даже не вполне уверены, можно ли считать его психически больным. Вполне возможно, на самом деле мы наблюдаем здесь своего рода сверхздравый рассудок, блистательную новую разновидность человеческого восприятия, весьма адаптированную к городской жизни в конце 20 века. В отличие от нас с вами, Джокер, похоже, не имеет власти над чувственной информацией, которую получает из внешнего мира. Он может справиться с этим бурным потоком входящих данных, только если позволит себе плыть по течению. Вот почему он то озорной клоун, то убийца-психопат. У него нет настоящей личности, он ежедневно создает себя сам. Он воспринимает себя как повелителя хаоса, а мир как театр абсурда. Это цитата из комикса «Лечебница Аркхэм. Дом скорби на скорбной земле».
Окей, не из комикса, из графического романа. Поправьте меня, если я не права. Для фанатов комиксов я скажу графический роман. Конечно, история Джокера, равно как и сам персонаж, гораздо глубже, иначе авторы комиксов не возвращались бы к нему снова и снова, а его новые воплощения на экране не вызывали бы каждый раз жаркие споры. Джокер по праву носит звание одного из величайших злодеев в истории комиксов, а порой его называют еще и одним из величайших злодеев в истории литературы вообще. И даже если вдруг фильм про него получится не слишком впечатляющим, на образе это не скажется. Безумный клоун по-прежнему будет творить зло со страниц комиксов, будущих фильмов, мультфильмов, мультсериалов. Уж слишком он хорош. И поэтому бессмертен. И вот теперь мы перешли к главному. После предыстории я попробую объяснить. Как же победить Джокера? Попытаться выстрелить ему в грудь, как это делал Гордон в игре Endgame. Но опять же, он стрелял в грудь. Почему он стрелял именно в грудь? Ведь вероятность мала. Это опять же приводит нас к тому, что только Бэтмен способен его победить. Ну ладно, эти отсылки позже. Гордон стреляет Джокеру в грудь, это в конечном счете не убивает его, но для нескольких групп Гордон полагает, что он убил Джокера. В его глазах буквально слезы радости, когда он рассказывает Бэтмену, что сделал и что мир наконец-то свободен от Джокера. В комиксах было несколько покушений на жизнь Джокера, обычно неудачных, спланированных другими злодеями из округа Колумбия. Однако несколько случаев в различных СМИ, когда Джокер был на самом деле убит. В новаторском сериале Kingdom Come Джокер отправился в Метрополис и использовал свой ядовитый газ, чтобы убить всех, включая Лоис Лейн. Позже, когда он сдался полиции, на место происшествия бросился дружинник по имени Магог и на месте казнил Джокера перед шокированным Суперменом. Оправдание Магога за этот акт стало событием, которое заставило Супермена покинуть Метрополис и войти в добровольную ссылку в крепости Одиночества. В классическом детективном комиксе номер 42 Джокер проходит последнюю милю, 1942 год. Злодей сдается сам по себе и фактически казнен за свои преступления судебной системой. Впоследствии он, однако, возродился, так что его нельзя считать убитым. Эта история была позже использована в Бэтмен 5. Видеоигры. В параллельной земле несправедливости боги среди нас разъяренный Супермен убил Джокера голыми руками, после того, как злодей издевался над ним, убивая его жену и сына. Переступив черту, которой он поклялся, он больше никогда не пересечет. Супермен затем полностью отказался от своих принципов и поклялся спасать мир, убивая всех злодеев. Мультфильм или фильм? В неотредактированной версии Batman Beyond Return of the Joker через воспоминания раскрывается, что Джокер был застрелен Тимом Дрейком. Это было прямым последствием пыток, промывания мозгов и общего ужаса, которому злодей подверг его через несколько дней до захвата. В отредактированном выпуске фильма молодой Дрейк вместо этого толкает Джокера в электрическую панель, тем самым убивая его электрическим током. Кроме того, в дополнение ко всему сказанному выше, есть по крайней мере 2 случая, когда сам Бэтмен решил наконец-то избавиться от Джокера. В арке Elseworld JLA Гвоздь Бэтмен решил окончательно покончить со злодеем самостоятельно, и его там жестоко избил и потом сломал шею. А вот в «Возвращении Темного рыцаря», в котором Бэтмен принял такое же решение, он жестоко избил, но остановил себя после того, как частично сломал шею злодея. Злобный Джокер закончил крутить шею, чтобы подставить Бэтмена для убийства. В фильме 1989 года, посвященному живому бою, Джокер рухнул насмерть после того, как Бэтмен закрепил свою ногу на каменной горгулье, используя стальной трос. Это вопрос спорный. Хотел ли Бэтмен на самом деле его убить или просто пытался помешать ему скрыться, непонятно. В дополнение ко всему, Джокер чуть не был убит Фрэнком Каслом, карателем, в кроссовере Marvel DC «Бэтмен против карателя». После массированной перестрелки в ночном клубе в Готэме Джокер пытается сбежать, и Фрэнк загоняет его в угол в переулке. Там Фрэнк представляет к нему пистолет и говорит, что он получит сейчас всю терапию, в которой так нуждается, прямо здесь и сейчас. Ну, тут, естественно, Бэтмен появляется и останавливает Фрэнка от проветривания мозгов Джокера, но Джокер не на шутку испугался. Также были попытки у Джокера самостоятельно покончить с собой в разных версиях. Опять же, это все непонятно, шоу или правда. В видеоигре Batman Arkham City Джокер поражен смертельным ядом, и Бэтмен приносит ему лекарство, но сам Джокер разбивает флакон с лекарством в спешке, и это приводит к его смерти. Так возможно ли, ребята, возможно ли это? Мне кажется, что ни одна эта попытка не приведет к смерти Джокера, только потому что он изворотлив и очень умен.
и также хитер, но не неуязвим. Просто всегда появлялся Бэтмен, как правило, и предотвращал эти попытки. Ведь почему они не могут друг друга убить? Ведь тогда закончится противостояние, как вариант. Ведь Бэтмен и Джокер — это даже нужные друг другу персонажи. Конечно, Джокер много всякой дичи творит, но Бэтмену нужен он как антагонист и как человек, который единственный может противостоять ему, а Бэтмен также, наоборот, единственный, кто может противостоять Джокеру. Они взаимосвязаны друг с другом. Но когда-нибудь этому придет конец, возможно, в каких-нибудь комиксах, графических романах, в каких-нибудь фильмах, мультфильмах мы это увидим. Мне кажется, все это сделано специально, чтобы только Бэтмен смог решить этот вопрос. Ведь были и попытки даже суицида у Джокера, были попытки убийства другими персонажами, где появлялся Бэтмен. Также Гордон стрелял, но если бы он выстрелил чуть выше, чем грудь, возможно, он бы попал, и все было бы решено. Мне кажется, что нет, убить Джокера невозможно, ибо он очень силен умом. Пишите в комментариях, пожалуйста, какие вы читали графические романы, возможно ли действительно избавиться от Джокера, и кто это может сделать, кроме Бэтмена. Да и может ли сам Бэтмен. А на сегодня это все. Увидимся в будущих выпусках о персонажах, о злодеях, супергероях и не только. Также будут персонажи из фильма, как победить того или другого. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком. Благодарю каждого, и да пребудет с вами сила!